Накидывай оружие, выходи! Сколько вас человек, сука? Свои, брат, свои! Вылази, кидай оружие, сука, вперед! Очень хорошие у вас некоторые есть женщины, ну, я знакомлюсь всегда с постарше, то есть. Выходи! Можно и так сказать, прикрылись дедом. Давай, туда! Как глухого можно на штурм отправить? Быстрее встали, быстрее, пи***уй! Это не мое, я не вывожу, правда, я не воин. Я видел в интернете видео Азов Медиа, как они работали. А кто ты по национальности? Ненец. Я сам из села Сейха. Село Сейха находится на полуострове Ямал. Население ненцев, оно коренной малочисленный народ, вымирающий народ. У тебя есть знакомые немцы, которых мобилизовали? Да, были, но все погибли. Я сам себя не слышу. Живу в своем мире глухих. Я оглох 8 октября. Что-то очень большое сильно пролетело и взорвалось. У меня уши потекли, а мой напарник погиб. По врачам я ходил. Мне написали, что у меня обе перепонки лопнули. Посадили на БМП. Я сказал, глухой. Как глухого можно на штурм отправить? Я им говорю, не слышно ничего. Мне объяснять ничего не стали. Иди, селом запихали и все. А как попал на службу? Я с тюрьмы подписал контракт, и за большого срока мне светило за статью разбой 162, часть 3, от 7 до 12. План был заехать в Щербиновку, немного штурмануть и закрепиться там же. Нам дали задание и расписывали все, очень красочно, бля. Что 6 машин поедет, пацаны, все четко, бля. Там врагов мало, там наших союзники в разных позициях, типа. Поедете на 6 машинах в количестве, примерно 40 человек. В общем, этот план был какой-то сверхъестественный. Это надо быть безумцем, чтобы это закончится неудачей просто. Одна машина подорвалась, другой, то есть начали выходить из строя. Я ехал в машине 5-й. Наша бэха подорвалась на 2 ТМ-ках, минометный обстрел. И весь этот радиус закидывали. Было трудно. А кто говорил, бля, что будет легко? Смотрю, воздух, весь в птицах. 2 баба-яги вижу, уже летят. Нас БМП подбили, мы вышли из БМП, забежали в дом. Там сидели до часу ночи. Ночью этот там пристрой, где мы сидели, взорвался. У меня слетела каска, потолок рухнул и придавил ребят, которые со мной были. Они все 200-е, 5 человек. Я один к обеду из-под завалов вылез. Зашел в подвал. В подвале переночевал. Слева, считай, был сброс, и мне прилетела, вот такая, то есть такая дыра у меня в ляжке. 4 минуты проходит, сумерки, нас птичка провела метров 100 в подвал. Мы там встретили глухого старика, позывной матрос, вот он тоже с нами в плену сейчас. Он даже не понял, что мы зашли в подвал. И все, я наставил на него автомат и говорю, ты кто такой, блин? Я говорю, я ничего не слышу, как я? В чем что мне надо делать? Командование говорило, там абсолютно здоровый человек сидит, позывной «Волк». А это вообще какой-то левый позывной матрос. Провели там ночь, покушали, поспали, меня обработали рану. И под утро, за 10 минут до взрывов, то есть про меня будет, мы пьем чай.
И тут граната выбила дверь. Я каким-то образом взял автомат. Фиг знает. Стрелял по-сомалийски. Даже сам не осознавал, нафига я это делал, ведь все равно как с подвала, все в пыли. После второй гранаты я понимаю, что уже, ну, дела плохи. Вроде на русском разговаривает. Сдавайся, сука! Выходи! Вылазь! Оружие выкидывай, сука! Не выходи! Вылази! Ну, я хотел, правда, еще быть честным, застрелиться, но эта мысль ушла. Это был прям вот мимолетный такой мысль, ну, потому что я думал, что будут издеваться, будет все очень плохо. Свои, брат, свои! Вылази, кидай оружие, сука, вперед! Свои, брат! Оружие, сука, выкинь, я не верю, что свои, сука! Свои, братуха! Выкидывай оружие, блядь! Свои, брат! И все, тут я уже почувствовал в ноге боль, кровь. Вот от гранаты осколки. Если мы сейчас не выйдем, то закинут еще что-то посерьезнее. Тут тогда мы все, не увидим больше света. Выкидывай оружие, выходи по одному! Выкидывай автомат! Давай вылезай, блядь! Слово офицера даю, что не убью! Выкидывай оружие, и ты будешь жить! Кто-то крикнул, что слово офицера, с вами все хорошо будет. Все, и вот это как-то нас взбодрило выйти. Я тебе слово офицера дал! Давай выкидывай автомат! 10 секунд, граната залетает, следующий! Противотанковая мина, блядь! Мужики, все, хорошо! Я отобрал автомат у старика, то есть выкинул, и я его выкинул ко входу и крикнул: вот откинули автомат и выходим. И сомневаюсь в том, что правда они сдержат слово. Может, это подло, конечно. Я послал первого старика, чтобы он выходил. Но я-то глухой, а ребята, которые со мной были, они не глухие, они автомат забрали и к выходу автомата выкинули. И мне говорят: выходи. Давай, блядь! Давай быстрее! Давай! Давай туда! Направо, блядь! Автоматы где ваш? Произошло так, что мы его вперед толкнули. Ну, страх, ну, дед, ну, так вообще. Прикрылись дедом. Да, прикрылись, можно и так сказать, прикрылись дедом. И у меня в руках была граната. Чека не вырвана еще. Я гранату выкинул вообще. И все, и давай выходить. Стойте, пожалуйста! Быстрее! Быстрее туда, сука! Давай, блядь! Быстрее! Быстрее, сука, туда! Простите, пожалуйста! Сколько в подвале еще? Даже чуть-чуть уже в тот момент прослезился, кричу: типа, ну, я молодой, мы выходим, не убивайте, пожалуйста. А с другой стороны, слово дали. В голове осознаешь, слово дали ж пацаны. Встали, нахуй! Где ваше оружие, блядь? Да, мы же скинули вам! Быстрее встали, быстрее, пи***уй! Куда ты? Мужики! Пиздуем туда, быстро! Взрыв! Взрыв, Да. И в подвале уже оказали мне помощь. Турникет наложили. Вот, и забинтовали ногу. Закинул меня на шею и донес, получается, до техники. Быстрее! Но сейчас врач сказал, уже я иду на поправку, нога уже шевелится. Спасибо вашим врачам большое. Если бы не они, я бы был сейчас без ноги. Я даже как-то не поверил. И сигаретами угощали, и шоколадом. Все, и воду давали, все. Ну, я вот не знаю, я раньше Скобеева смотрел, Скобеева, конечно, очень страшно рассказывал, но здесь с ребятами я поговорил, вот первый день,
нормально, все нормально. Я еще спросил, вы СБУ? Нет, сказали, Азов. Я сразу понял, что азовцы. А как ты понял? Во-первых, обмундирование. Смотрю, наблюдаю, я даже их не вижу, как они спрятались. Просто стволы на нас направлены. И все, и ты в ступоре. Я видел в интернете видео Азов Медиа, как они работали. Хорошо подготовленные ребята, но очень серьезные. Я никогда не думал, что я попаду в плен. Как я смотрел телевизор, там ребята вот на войне сидят в окопах, и все, постреляли, артиллерия постреляла, пошли, продвинулись. А меня в 52 года штурмовики засунули. Сказали еще морская пехота. Если я кому-то это расскажу, скажут, наверное, с ума сошел. Куда в 52 года морская пехота, штурмовики? Иди на мясо, иди умри. Знает, что я глухой. Люди там, пацаны, с опухшими ногами, ноги, ботинки не лазят тоже. Иди, умри. Иди, умри с достоинством. Вот так. А то, что больной, не волнует. 2 выезда всего лишь было, и второй раз мне везет. То есть с первого раза 60 человек, я из 4 остался в живых. И вот сейчас 9 человек в плену, а остальных нету. Это не мое, я не вывожу, правда, я не воин, бля, который... За что вы здесь воюете? Я даже сам этого не понимаю. Ну, как на объявлении, где вот Родина зовет, подпиши контракт. Так ты же в другую страну поехал. Да, поехал в другую страну. Так Родина здесь при чем? Ну, я не знаю, как это объяснить вот в ДНР или ЛНР, какое оно отношение имеет к территориям России, я не понимаю это. В Донецке мне, кстати, очень понравилось. Я познакомился с многими девушками. И я даже так скажу, очень хорошие у вас некоторые есть женщины. Ну, я знакомлюсь всегда с постарше. То есть, вот, допустим, мне 26, я там с 35-летними, с 30, ну, знакомлюсь. И у вас очень даже хорошие, я скажу, женщины и население. Газоэлектросварщик, работал на заводе. Обещали рембат послать, а послали сюда. На поле боя ни одного украинца солдата не видел, кроме дронов ничего. Только когда в плен сдался. Только дроны. А их стаями. Ребята, не ходите. Это война дронов. Не ходите воевать. Это страшно. Мамуль, папуль, я очень вас сильно люблю. Пап, я уже осознал, что я тебя не послушал, что поехал сюда. Простите меня, пожалуйста, дай бог, я вас еще увижу. Я правда не хочу воевать, я очень рад, что я остался живым среди многих, кого я видел уже убитыми. Дома меня ждет жена, сын, дочь, внук, мать, теща и вся родня. Марина, привет! Я в плену, надеюсь, скоро вернусь. По ночам снятся эти кошмары. Была бы возможность отмотать все, я бы отмотал. Хочешь, чтобы тебя обменяли? Конечно, хочу. Так, а тебя снова сюда пошлют воевать? Я просто не хочу. Пусть и свои же тогда убьют, что ли. Ну, обращаюсь ко всем международным организациям, как-то подсодействовать моему обмену и в дальнейшем выйти из вооруженных сил Российской Федерации, так как я ненец, малочисленный народ. Ребята, одумайтесь, это страшно, это ад. Это только по телевизору все красиво, хорошо, наше наступает. Это ад.